Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю горячее и вкусное блюдо. Хрустящие куриные кармашки с сыром, с чесноком и зеленью. Сочное куриное филе с ароматной сырной начинкой в хрустящей панировке. Это просто объедение. Подаю с картофелем, посыпанным свежим укропом и с легким салатом. Вкусно, сытно и по-домашнему. Если вы не знаете, что приготовить на обед или ужин, заходите ко мне на канал. У меня вы найдете самые простые и самые вкусные рецепты для всей вашей семьи. Для рецепта мне понадобится. Для начинки я буду использовать плавленый сыр и небольшой кусочек сыра моцарелла. Плавленый сыр отправляю в миску. Он у меня мягкий, поэтому я его на терке не натираю. Сыр моцарелла натираю на мелкой терке. Можно использовать какой-либо один вид сыра. Все по вашему вкусу. Но мне нравится использовать разные сыры. Также на мелкой терке натираю 2 зубчика чеснока. Конечно, чеснок добавляйте по вкусу. И также мелко порежу небольшой пучок укропа. Теперь хорошо все разминаю вилкой. Именно благодаря тому, что я использую плавленый сырок, масса получается такая достаточно вязкая. Если вы будете использовать просто твердый сыр, тогда добавьте сюда либо ложечку сметаны, либо немного майонеза. Также в зависимости от того, какой вы используете сыр, по вкусу добавляйте соль. Я добавляю немного соли и черного перца. И, друзья, обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам моя новая рубрика «Горячее и вкусное», где я предлагаю варианты полного обеда или ужина. И вот такая начинка у меня получилась. На гарнир сегодня я предлагаю отварить картофель. Он у меня вот такой небольшой, поэтому буду отваривать его целиком. Заливаю картофель водой, добавляю соль и ставлю вариться. Подготовлю куриное филе. Разрезаю его вдоль, но не до конца. Вот таким образом раскрываю его. Накрываю филе сверху пленкой и слегка отобью его скалкой. Подготавливаю таким образом все куриные филе. Не надо отбивать слишком тонко, просто чтобы филе стало пошире. Отбиваю следующее. Теперь мясо надо посолить и поперчить. И со второй стороны. Сверху на филе выкладываю начинку. Выкладываю на одну сторону. Я распределяю сразу всю начинку. И теперь закрываю второй частью и прижимаю. Получается куриное филе внутри с начинкой. Подготавливаю все для панировки. В миску разбиваю 2 яйца. Солю их и разбалтываю вилкой. В одну тарелку высыпаю муку, во вторую сухарики панко. Кстати, как сделать сухарики панко дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Это очень просто. Я оставлю ссылку под видео в описании. И сразу я приготовлю салат. У меня вот такой шикарный авокадо. Он уже очень нежный и мягкий. Я очень люблю именно когда авокадо уже получается мягкий, такой кремовый. Я прямо вот здесь разрезаю авокадо и ложкой достаю в тарелку. Авокадо сразу сбрызну соком лайма, чтобы, конечно, ничего не потемнело. И теперь в салат можно добавить помидор,
Небольшую красную луковицу режу перьями. Добавлю небольшой кусочек красного перца. И по желанию можно добавить немного зелени. Я добавлю зеленый лук. Сбрызгиваю еще немного все соком лайма. Добавляю соль, щепотка орегано и поливаю оливковым маслом. И вот такой салат уже готов. Перемешивать его будем уже на столе. Панирую куриные кармашки сначала в муке, затем в яйце и в сухариках. Разогреваю сковородку, наливаю растительное масло, отправляю обжариваться куриные кармашки и жарим на среднем огне примерно по 4-5 минут с каждой стороны. Если у вас филе получилось чуть потолще, тогда обжаривайте немного дольше. Если вы боитесь, что филе не приготовится, можно ненадолго накрыть сковородку крышкой минуты на 2-3. Порежу в картофель небольшой пучок укропа. Картофель отварился. Добавляю в него сливочное масло и укроп. Стряхиваю. Вот такая красота получается. И как раз уже готовы куриные кармашки. Снимаем со сковородки. Друзья, этот обед просто шикарный. Рекомендую приготовить и попробовать. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изяков «Позитивная кухня». Всем пока!